Приветствуем наших подписчиков и гостей нашего канала. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы уделим внимание церковному календарю, уделим внимание народному календарю, а также поговорим о том, что можно и чего категорически нельзя делать в этот день. Прямо сейчас, друзья, ставьте лайк этому видео, это будет самая лучшая поддержка от вас. Итак, друзья, 1 июля православная церковь чтит память трех великомучеников – Леонтия, Ипатия и Феодула Триполийских. Эти святые жили в первом веке и своей жизнью и смертью показали пример истинной веры и мужества. Они были римскими воинами, которые проповедовали православие и отказались принять языческую веру, за что подверглись мученической казни. Рассмотрим их историю подробнее и поймем, почему память о них так важна для христиан. Леонтий был командиром римской армии, служившим в городе Триполи, ныне Ливан. Он родился в благородной семье и с раннего возраста проявлял интерес к христианской вере. Леонтий был известен своей добротой, справедливостью и мужеством. Он открыто проповедовал христианство, несмотря на опасности, связанные с этим в языческом Риме. Ипатий и Феодул были подчиненными Леонтия. Они также верили в Христа и проповедовали и следовали за своим командиром в проповедовании православной веры. Их приверженность христианству и верность Леонтию сделали их объектами гонений со стороны римских властей. В I веке христианство было запрещено в Римской империи, и последователи этой веры подвергались жестоким преследованиям. Леонтий, Ипатий и Феодул отказались поклоняться языческим богам и приносить жертвы, несмотря на угрозы и пытки. Их мужество и стойкость стали примером для других христиан. По приказу римского наместника Леонтия, Ипатия, Феодула арестовали. Их подвергли жестоким пыткам, пытаясь заставить отказаться от веры в Христа. Однако их вера была непоколебима. Согласно преданию, во время пыток Леонтий обращался к Богу с молитвами, прося укрепить его дух и дать силы перенести страдания. Видя, что мучения не ломают их веру, римские власти приговорили их к смертной казни. Леонтия, Ипатия и Феодула обезглавили, и они приняли мученическую смерть ради своей веры. Их стойкость и мужество стали примером для многих поколений христиан. Кроме того, обращаем ваше внимание, в этом 2024 году у нас с 1 июля, это у нас с вами понедельник, начинается апостольский или же Петров пост. И он будет длиться до 11 июля, это у нас с вами в четверг. Этот пост, посвященный памяти святых апостолов Петра и Павла, который начинается через неделю после Дня Святой Троицы, продолжается до кануна их праздника. Продолжительность поста может варьироваться от 8 до 42 дней, и в этом 2024 году он продлится 11 дней. Петров пост – это время, посвященное духовному углублению и подготовке к празднованию Дня первоверховных апостолов Петра и Павла. Один из основных аспектов поста – это посещение церковных служб и молитвенных собраний. Регулярное участие в богослужении помогает укрепить веру и создать более тесную связь с Богом. В течение поста важно уделять внимание ежедневной молитве и чтению Библии. Эти духовные практики будут способствовать внутреннему очищению и помогать верующим лучше понимать свои духовные нужды и стремления. Петров пост – это также время для проявления милосердия и помощи ближним. Участие в благотворительных акциях, помощь нуждающимся и поддержка слабых – все это помогает верующим воплощать в жизнь заповеди Христа и укреплять свою духовную жизнь. Во время Петрова поста приверженцы воздерживаются от употребления мяса, яиц, молочных продуктов, рыбы и алкоголя. Также не рекомендуется пить кофе, чай и курить. Эти ограничения направлены на очищение тела и души, что помогает верующим сосредоточиться на духовных аспектах жизни. Согласно традициям, в Петров пост не рекомендуется брать или давать деньги в долг. Это связано с верой в то, что такие сделки могут привести к финансовым трудностям и помешать счастливой жизни. Поэтому в этот период лучше воздержаться от финансовых операций.
В период поста также следует избегать рукоделия, например, шитья, чтобы не навлечь на себя несчастье. Тяжелые физические работы также не рекомендуется выполнять, чтобы сосредоточиться на духовных практиках и внутреннем очищении. Если свадебная церемония запланирована на июль, в период Петрова поста, лучше отложить ее. В это время в церквях обычно не проводятся брачные службы, так как пост – это время духовного углубления и воздержания. Если день рождения или другое важное семейное событие выпадает на период с 1 июля по 11 июля, то праздновать его следует скромно и без излишеств. Ограничение еды и напитков, а также воздержание от организации танцев или конкурсов караоке помогают сохранить духовное настроение поста. Ну а в народном календаре 1 июля был известен как макушка лета или Ярилин день. Этот день знаменует собой пик летнего солнцестояния и являлся одним из самых ярких и веселых праздников в году. В этот день наши предки верили, что солнце становится особенно ярким и могущественным, даря благополучие и удачу на весь следующий год. Давайте подробнее рассмотрим, как отмечали в этот день в старину и какие традиции сохранились до наших дней. Ярилин день получил свое название в честь Ярилы, бога солнца и плодородия в славянской мифологии. Ярила олицетворял собой силу солнечного света, который дарует жизнь и процветание. Этот день был посвящен прославлению солнца, и люди верили, что яркие лучи Ярилы способны приносить удачу и защищать от бед. 1 июля приходится на середину лета, когда дни начинают убывать после летнего солнцестояния. Это время считается пиком летней жары и активности природы. Праздник носил языческий характер и был связан с культом солнца, что отражалось в различных обрядах и ритуалах. В Ярилин день было принято наводить чистоту в доме и во дворе. Считалось, что чистый дом привлекает благополучие и защищает от злых духов. Женщины тщательно убирали свои жилища, выметали мусор, мыли полы и стены. Также проводили обряды очищения, окуривая дом травами и молитвами. Этот день было принято проводить весело и с размахом. Люди приглашали в гости родственников и друзей, устраивали пиры и гулянья. Веселье и радость, по поверьям, привлекали удачу и благополучие на весь следующий год. Песни, танцы и игры были неотъемлемой частью праздника. Согласно народным поверьям, в полдень Ярилина дня солнце замедляет свой ход, и на земле появляются дыры, через которые можно было заглянуть в потусторонний мир. Ну а чтобы увидеть своих предков или узнать о будущем, нужно было заплести в косу крепкие ветки березы и отправиться на крутой берег реки. Сквозь эти ветки люди смотрели на отражение солнца в воде, надеясь увидеть образы своих умерших родственников или получить какое-то пророчество. На Руси в этот день проводили ярмарки и народные гуляния. Люди собирались на площадях и полях, где продавали товары, обменивались новостями и участвовали в различных развлечениях. Ярмарки были важным элементом праздника, так как они способствовали укреплению связи между общинами и улучшению экономического положения. Многие приметы Ярилина дня были связаны и с погодой. Считалось, что яркое утреннее солнце предвещает хороший урожай, а если в этот день будет гроза, то лето будет дождливым. Если вечером на небе появлялась радуга, это обещало теплую и благоприятную погоду на ближайшую неделю. В этот день проводились различные магические обряды на привлечение удачи и защиты от бед. Например, девушки заплетали в косы ветки березы и клали их под подушку, чтобы увидеть вещий сон. Считалось, что такие сны помогут понять, что ждет в будущем и как избежать неприятностей. Особое значение имела вода. Люди купались в реках и озерах, веря, что вода в этот день обладает особой силой очищения и исцеления. Купание помогало избавиться от болезней и негатива, а также укрепляло здоровье.
В этот день люди особым образом наблюдали за природными явлениями, чтобы понять, что же их ждет в будущем. Утренние приметы были особенно важны. Если заря была золотистого цвета с розоватыми оттенками, это означало хорошую погоду. Яркие насыщенные цвета зари вселяли уверенность в том, что день будет солнечным и теплым. Луна с зеленоватым отливом в ночь на Ярилу говорила о скорой засухе. Наши предки знали, что такой лунный оттенок предвещает нехватку дождей и засушливые дни, что могло сильно повлиять на урожай. Утренний туман был признаком дневной жары. Если туман окутывал землю на рассвете, это означало, что день будет жарким и солнечным. Такой туман предвещал спокойную и теплую погоду. Вечерняя радуга всегда была хорошим знаком. Она означала улучшение погоды и предвещала ясные теплые дни. Радуга символизировала мир и гармонию, принося радость и надежду на хороший урожай. Наши предки внимательно наблюдали за поведением животных и насекомых. Если паук плел паутину, это означало, что хорошая погода придет надолго. Считалось, что пауки не ошибаются в своих предсказаниях. Лягушки, которые скакали на берегу, предвещали дожди. Если на берегу было много активных лягушек, это означало, что вскоре придет непогода. Вороны, кружащие высоко в небесах, также предсказывали непогоду. Если вороны летали высоко, это означало, что приближаются дожди и бури. 1 июля именины отмечают Александр, Василий, Виктор, Ипатий, Леонтий, Никанор, Сергей и Феодул. Эти имена были популярны, распространены среди наших предков, и каждый из них носил свое особое значение и символику. Люди, рожденные в этот день, обладали потрясающей способностью приспосабливаться к любым обстоятельствам. Они чувствуют себя как рыбы в воде в любых ситуациях и быстро находят решения для самых сложных проблем. У них обострено чувство справедливости, и они не терпят обмана и предательства. Эти люди всегда стремятся к правде и справедливости, что делает их надежными друзьями и партнерами. Также на Руси в этот день проходили ярмарки и народные гуляния. Люди собирались на площадях и полях, где продавали товары, обменивались новостями и участвовали в различных развлечениях. Ярмарки были важным элементом праздника, так как они способствовали укреплению связи между общинами и улучшению экономического положения. В старину в Ярилин день было принято косить сено. Это важное занятие было связано не только с подготовкой к зиме, но и с верой в то, что собранное в этот день сено обладает особой силой. Люди набивали сеном свои матрасы, считая, что это принесет им здоровье и благополучие. Также в Ярилин день люди ходили друг к другу в гости, угощали соседей и родных. Веселое общение, пиршество и дружеские беседы создавали атмосферу радости и сплоченности. Гостеприимство в этот день считалось важным ритуалом, который способствовал укреплению социальных связей и привлечению удачи. А вот вечером люди собирались у костра, чтобы вдоволь повеселиться. Водились хороводы, пели песни и танцевали. У костра ставили самовары и заваривали чай на травах, которые пили всей компанией. Песни и смех звучали до самого утра, создавая атмосферу праздника и радости. Незамужние девушки в Ярилин день старались встать пораньше, чтобы умыться утренней росой. Считалось, что после этого они станут красивее и привлекательнее для женихов. Эта традиция также касалась и незрячих людей, которые верили, что роса может вернуть им зрение. Рыбаки с самого утра спешили к водоемам, так как верили, что в Ярилин день рыба активно бросается на крючок и улов будет отличным. Деревенские знахари собирали травы, зная, что они обладают сверхъестественной силой. Собранные в этот день травы использовали для лечения и проведения магических обрядов. В Ярилин день можно было смело строить самые амбициозные планы, отправляться в дальнюю дорогу и совершать крупные покупки. Считалось, что все дела, начатые в этот день, будут успешными и принесут удачу. Это также было хорошим временем для примирения с теми, с кем были разногласия.
Наши предки знали, чтобы все дела складывались удачно, нужно обязательно было отведать каравай или любую выпечку обязательно круглой формы. Считалось, что таким образом они символически соединяются с солнцем и получают его благословение. 1 июля, как мы уже сказали ранее, отмечается Ярилин день, известный также как макушка лета. Этот день имеет особое значение в народных традициях и суевериях. Наши предки верили, что соблюдение определенных запретов и обычаев в этот день принесет удачу и благополучие. Давайте рассмотрим, чего же нельзя было делать в Ярилин день согласно народным приметам. Главное, что нельзя было делать 1 июля, это грустить и печалиться. Ярилин день – это праздник веселья и радости. Считалось, что грусть в этот день привлекает беды и несчастье на весь следующий год. Поэтому важно было проводить этот день в хорошем настроении, наслаждаясь общением с близкими и с друзьями. В этот день не стоит проявлять излишнюю осторожность в принятии ответственных решений. По народным поверьям, все задуманное в Ярилин день обязательно закончится славой и успехом. Это время для смелых шагов и амбициозных планов. Наши предки верили, что бог солнца Ярила поддержит их начинания и поможет достичь поставленных целей. Не рекомендуется в этот день заглядывать в пустые норы и дупла. Считалось, что в день Ярилы они могут быть порталом в иные миры. Тот, кто посмотрит туда, рискует попасть в другое измерение и пропасть. Наши предки заметили, что именно в этот день люди чаще всего исчезали без следа, поэтому лучше было избегать таких мест и не рисковать. Наши предки в Ярилин день считали, что не стоит сорить деньгами, тратить на много еды и других материальных средств. Сегодня важно трезво оценивать свои запасы и стараться экономить. Наши предки верили, что экономия в этот день принесет в будущем деньги, достаток и благополучие в 10-кратном размере. Это время для разумного подхода к финансам и к материальным ресурсам. Запрещено держать на кого-то обиду в Ярилин день. Этот праздник всеобщего веселья и добра. Дурной народной приметой считалась грусть и одиночество. В Ярилин день нельзя было проводить время в одиночестве, чтобы не остаться одиноким весь следующий год. Нужно окружить себя близкими и друзьями, делиться радостью и позитивными эмоциями. В Ярилин день не стоит жаловаться на жизнь и рассказывать о своих проблемах, так как их станет еще больше. Также нельзя хвастаться успехами, талантом и красотой, чтобы это все не исчезло в одночасье. Наши предки верили, что скромность и благодарность привлекут больше благ в будущем. Злословия, сплетни и гадости о людях строго были запрещены. Считалось, что все сказанное в этот день обернется против лжеца и пакостника. Важно было сохранять добрые отношения с окружающими и избегать негативных высказываний. Вот такой, друзья, у нас с вами день 1 июля по народным приметам, традициям и обрядам. Друзья, прямо сейчас ставьте лайк, обязательно подписывайтесь на наш канал. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам благ, друзья. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.